того, чтобы сшить вот такую прихватку, нам понадобятся ткани. Ткани я использовала хлопчатобумажные. Можно взять поплин, сатин, ситец, бязь. Нужно будет подобрать несколько видов ткани. Во-первых, это основная ткань, из которой сшита вся прихватка. И сделана окантовка. У меня это поплин. Еще вам понадобится ткань для бантика и для внутренней части ушек. У меня это вот такая вот розовенькая ткань. Ее понадобится совсем немного. Для обратной стороны прихватки я взяла ткань вот такую вот темную. И вот эта вот ткань серенькая у меня пошла на обратную сторону кармашка. Больше всего, конечно, вам понадобится основной ткани. Сколько покупать тканей? Ну, я вам могу сказать, что вот эта ткань у меня шириной 150 сантиметров, и я ее брала полметра, 50 сантиметров. Мне хватило на 2 комплекта прихваток, с учетом того, что у меня еще вот здесь вот ткань дополнительная. В качестве наполнителя я использовала синтепон, вот такой вот. Еще нам понадобится фетр, черный и белый, для изготовления глазок и носика. Фетр желательно использовать тоненький. У меня толщина около 1 мм. Обычные швейные нитки под цвет ткани, а также черные и белые. Игла для ручного шитья с острым кончиком. Булавки и прищепки. Клипсы вот такие. Линейка любая и ножницы. Ножниц вам, возможно, понадобится несколько. Маленькие ножницы для вырезания мелких деталей, большие ножницы для вырезания крупных деталей. Если у вас есть дисковый нож для пэтчворка, он тоже может пригодиться. Малярный скотч, бумажный, любой ширины. Клеевая паутинка, вот такая, шириной 2,5 сантиметра. А также карандаш простой, мягкий, гелевая ручка белая и ручка «Пиши-стирай» фирмы Пилот, толщина стержня 0,7, которая исчезает от горячего утюга или от горячего пара.